Как появился озерный Дипси? Вы на канале Dan Company, вещает Ник. Давайте разбираться. Итак, для начала я хочу поставить всех перед фактом того, что озерный Дипси это мутированная голова обычного Дипси, которая осталась в доме телепузиков. Об этом написал сам Шон, поэтому теория будет заключаться именно в том, как именно из обыкновенной головы Дипси, которая находилась в доме телепузиков, появился озерный Дипси, и как он смог перебраться на озеро. Давайте я расскажу всю его историю появления от начала и до конца, которую мне удалось собрать из всего того, что мы имеем в игре на данный момент. А уже после я аргументирую все свои доводы. Итак, все начинается с того момента, где Тинки Винки убил Дипси и положил его отрезанную голову на горку. После начался ливень, и так как отверстие находится прямо над горкой, вода по горке сливалась в дом, и голова Дипси могла с легкостью соскользнуть с горки из-за мощного напора воды и упасть прямо в лужу, образовавшейся под горкой. Там и начинает действовать вирус. И Дипси мог отрастить себе сначала жабры и стать чем-то наподобие рыбы, а уже после, из-за того, что лужа была небольшой, Дипси смог мутировать в амфибию, отрастив себе конечности, чтобы перемещаться по суше, в поисках более глубокого водоема. И тем самым он смог наткнуться на озеро, в которое уплыл, где позже он решил основаться в болотистой местности. Теперь, чтобы моя теория не казалась простой выдумкой, я аргументирую эту теорию несколькими фактами. Начнем с лужи под горкой. В Slendytubbies 3 в доме телепузиков нет никакой лужи. Или все-таки есть? Дело в том, что озерный а-ля болотный Дипси появился раньше третьей части Slendytubbies, а именно он появился во второй части, где как раз и была огромная лужа прямо под горкой. Конечно, вторая часть не является сюжетным каноном, но ее лор частично остался прежним, и данная теория вполне может работать и в третьей части. Но я все-таки могу объяснить, почему в третьей части Мейнленд не затоплен, как и дом телепузиков. Как мы знаем, в кампании Slendytubbies 3, когда Тинки и Винки мутируют, дождь только начинает идти, и Мейнленд попросту еще не успел затопиться к тому времени, как и не успела сформироваться лужа в доме телепузиков. Думаю, этот момент я смог объяснить. Следующий момент заключается в том, как Дипси, будучи в Мейнленд, смог перебраться в болотистую местность. Так вот, в Slendytubbies World, где есть открытый мир, в озеро можно попасть двумя способами. Первый это прилететь на вертолете, а второй это перебраться через озеро, которое находится в Мейнленд. Таким же способом мог вполне воспользоваться и болотный Дипси, просто перебравшись на другую сторону одного и того же озера. Также возможно, что это же озеро присутствует и на карте Кебин. Но на этом я хотел бы закончить свою небольшую теорию о том, как появился болотный Дипси. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Я читаю каждый комментарий. Ну а вы были на канале Dan Company, вещал Ник, еще услышимся.